Привет! Подушним сегодня о смыслах жизни в разных религиях. Смотрите, когда у человека все хорошо, то, конечно, о таких вопросах ты не задумываешься, у тебя все нормально. Когда у тебя все не слава богу, то, конечно, начинаешь думать, куда податься. В какой религии тебе помогут больше всего? Ведь выбор огромный. В нашем с вами христианстве как? Родился, уже виноват, уже грешный. Чё пришел? Нормальный человек не родился бы таким грешным, а ты позорище, как всегда. Все, стой теперь на коленях всю жизнь и платок еще на голову надень. Платок, которого в природе нету платков. Поэтому ты иди, придумай сначала, как делать нитки, как из них делать ткань, и надень платок, юбку, немножко это все, и моли о прощении. И если тебе повезет, и ты свою горькую участь примешь с благодарностью и покорностью, тогда, может, тебе что-то перепадет. Рай. А не повезет, все, вечность будешь страдать. В аду. Бьют, вторую щеку подставь. Терпи. А тот, кто тебя бьет, то ты за него не переживай. Он просто не христианин, а ты христианин. Терпи. Страдание – это жизнь. И вот кто лучше всех страдал, тот самый молодец. А кто страдал еще и не выпендривался при этом, то это вообще молодец. А если ты... На вертолет летит. А если ты страдал, не выпендривался и что-то еще хорошее сделал, не дай бог храм какой-то построил, то тебе вообще жопа. Тебе еще после смерти будут приходить и просить у тебя что-то хорошенькое дельце. Американские католические церкви чуть-чуть попроще. Ты там тоже грешный, но если ты богатый, то Бог тебя любит, чуть-чуть больше, чем бедных. Как определить, Бог тебя любит, американский, или нет? Есть у тебя деньги или нету? Поэтому в церквях можно поставить лавочки, чтобы сидеть удобненько. На коленях тоже нужно стоять, но не на полу, а на небольшой подставочке. И в совсем богатых церквях на этой подставочке для твоих коленок есть подушечка. На коленях, удобно. И главное, красиво оденься. То что тебе Бог подумает? Пошел, извинился, денежку заплатил, индульгенцию купил, все у тебя хорошо. Черные христианские церкви в Америке – это вообще смесь вселенского африканского вуду и традиционных христианских американских обычаев 100-летней давности. Кто смотрел фильм «Help» с Эммой Стоун? «Help» назывался по-английски. Мы, конечно, мы все против рабства. Но давайте так. Черных привезли из Африки в Америку. И помните, как в том фильме одевались богатые, кто были рабовладельцами, они же были очень религиозными людьми. И почему-то так получилось, что по сей день черные религиозные американцы в церковь одеваются, как их богатые рабовладельцы, вон там сколько лет назад. Там и шляпки, и перчатки, и какие-то сумочки. У них получился такой карго-культ. Мы недавно с вами обсуждали. Спасибо тем, кто напомнил мне, как этот культ назывался. Карго-культ, когда 100 лет назад американские и европейские пилоты летали к неконтактированным племенам и привозили им всякие тушенки и вкусняшки. И показывали, смотрите, сколько у нас всего есть. Мол, присоединяйтесь к нашей, у нас там цивилизация, давайте с нами. А племена подумали, что Вселенная и Бог, и какие-то неведомые силы дают людям тушенку и остальные вкусняшки, если ты из кокоса делаешь себе наушники, из говна и палок делаешь что-то, что похоже на самолет, потому что, работает, скорее всего, так. В защиту черных христиан в Америке, они в церковь идут праздновать жизнь. У них в церкви праздник. Они поют песни, радуются жизни. Мексиканские христианские церкви. Во-первых, они на каждом углу. В самом маленьком городишке у тебя на каждом углу будет маленькая церквушка. Но другое дело, конечно, что у них нету денег построить самые настоящие церкви, поэтому они строят для них небольшие амбары, собираются и поют песни.
рок. Кто знает, почему так получилось, расскажите. В каждой мексиканской церкви есть своя группа. Гитары, барабаны, и каждая служба начинается с концерта. Все танцуют, поют, ну и радуются тем, что выжили еще целую неделю. Потом концерт заканчивается, и начинается месиво. Я рассказывала, как мне в Мексике делали экзорцизм. Одна моя знакомая в Мексике затащила меня в церковь. Время у меня свободное было, думаю, почему нет. Концерт был классный. После концерта начинается проповедь. Проповедь — это когда самый громкий чувак из именно вашей церкви очень громко кричит в микрофон. Я так понимаю, что он кричит очень болезненные слова, потому что все сидят и плачут. Только что все танцевали и радовались жизни, а теперь все на коленях стоят и рыдают. Но за этим они и пришли. Я говорю по-испански, но не настолько, чтобы понимать, что мальчик кричал в микрофон. Поэтому я сидела скромно, ждала, пока это закончится. Все плакали часа полтора, и когда уже пришло время наконец-то расходиться, в конце снова включили музыку, но меня к себе подозвала жена пастора. Моя подружка толкнула меня локотком и говорит: иди, я там договорилась. Блин, что ты там договорилась? Я подошла к жене пастора, и она мне объяснила, что дьявол и злые духи пытаются отобрать у меня мою душу, и мне срочно необходима помощь. Согласна ли я прямо сегодня и прямо сейчас посвятить свою душу Иисусу Христу? Я не знала, как ответить. Я промямлила что-то в ответ, и next thing I know, вокруг меня человек 5 молятся, рыдают в кругу, кружили. Вокруг все сидят, смотрят, как из какой-то белой женщины изгоняют дьявола. В этот момент я поняла, что я была приглашенным гостем на развлечение сегодня, скорее всего. Я не знала, куда себя деть. Они очень громко кричали, падали на колени, молили Иисуса Христа о том, чтобы Он защитил меня от дьявола и спас мою душу. И по результату я так понимаю, что у них получилось, потому что они остались довольны. Но, конечно же, я сама виновата. А сегодня стало модно говорить, что ты, мол, вообще на землю пришел сам. Ты сам выбрал это все, как будто из меню накликал себе какие-то кнопочки и сам выбрал, какие именно приключения ты хочешь в этой жизни иметь. Поэтому, если у тебя проблемы, то ты сам их выбрал, ты просто забыл. Но виноват все равно сам. Ты, мол, пришел на планету Земля заниматься именно теми делами, которыми ты пришел заниматься. Все, что происходит в твоей жизни, это то, что должно было произойти. Ты на это подписался. Некоторые говорят, что ты прямо контракт какой-то подписал. И с собой, и с другими людьми, и еще в позапрошлых жизнях. Я не знаю, по какой судовой системе работают эти договоры. Но вообще, если ты подписал какой-то документ в невменяемом состоянии, то его можно аннулировать. И часто на экстремальных концах абсолютно разных религий, таких как буддизм, например, можно уходить на вершину горы или взрываться где-нибудь в пещере, чтобы забыть, отпустить и достичь нирваны или просветления. И тогда у тебя все станет хорошо. Не только в этой жизни, а прямо навсегда ты можешь выйти из колеса сансары. Оказывается, приключение познавать истину в одиночестве есть не только в буддизме. Когда мне было 18 лет,
В Киеве мою беременную подругу бросил парень. Она была уже очень беременная, она не знала, что ей делать, поэтому мы с ней поехали в паломничество зимой на автобусе по Украине. Я думала, что я поехала с ней за компанию. Была зима, она была уже очень беременная и не могла даже сама на себя натянуть свои зимние сапожки. И я поехала за ней ухаживать. Оказалось, что на территории Украины были, по крайней мере, точно такие же храмы, как есть в Таиланде, например, в Чангмай, куда ты можешь приехать, жить там бесплатно, молиться, помогать на кухне, убирать, жить и существовать там столько времени, сколько тебе необходимо. Но другое дело, конечно, что ты едешь в Полтавскую область или ты едешь в Таиланд, где погода хорошая, свежие фрукты, весело, радостно, жарко. Расскажите, кто был. И расскажите, есть ли подобные места на территории России или других стран, потому что оказалось, что на территории Украины есть самые настоящие пещеры, в которые святые, до того, как они стали святыми, уходили от общества, от людей, вырывали себе самую настоящую норку, которая до сих пор есть, и делали себе sensory deprivation. Знаете, как ведь можно и сейчас пойти заплатить денежку, тебя закроют в какой-то будке, закроют тебе глаза, погрузят тебя в какую-нибудь воду, заткнут тебе чем-нибудь уши, и ты можешь 45 минут познавать истину. Вообще неплохая история, чтобы тебя год, 2, 20 лет, 30 лет никто просто не трогал. Мы были в таких пещерах, можно отстоять очередь, перед входом помолиться и через маленькую норку на локтях и на коленках пролезть в пещеру святую. Нужно это делать очень быстро, потому что за тобой очередь, люди стоят, и нужно всех уважать. Поэтому быстро-быстро туда залазишь, секунд 30 познаешь истину и быстренько вылазишь обратно. В этой поездке я тоже познала истину, но вот какую. Мы поехали группой человек 20 с нашей местной церковью из Киева на Оболоне, на набережной. Кроме друг друга, мы с моей подругой никого не знали. В процессе, день на 3-й, на 4-й, 5-й, несмотря на то, что с нами никто особенно не общался, оказалось, что я начала заслуживать уважения. Потому что я помогала своей беременной подруге надевать ее сапожки, кормить, ухаживать за ней, приносить ей водичку. И у меня в карманах всегда с собой были сникерсы, печеньки и какая-нибудь еда, потому что она постоянно была голодная. Беременная она была очень, ее было видно издалека. Поэтому часто нас начинали пропускать в очередь первыми. В очередь на еду, в очередь на очередную пещеру и места на то, чтобы помолиться в большом зале. Человек на 1000, наверное. Нам тоже давали самые лучшие. Пока в какой-то момент за моей подругой не начали ухаживать все из нашей группы. Все начали ей помогать, кто добрым словом, кто советом, кто вкусняшкой, пока у меня ее просто не увели и брали ее за руку и шли с ней первыми в очередь. Так как ей полагались разные бенефиты и разные ништячки в таком-то святом месте. У нее появилось очень много друзей, и меня от нее отстранили. Поэтому первой в очередь на еду шла моя подруга и ее новые друзья. А мы с батюшкой продолжали стоять в очереди. Как простые, не беременные и не приближенные смертные.
Очень модно ездить познавать истину в Индию. В одном каком-то городке, традиционно индийском, сделанном из... Даже не буду начинать. Есть какая-то гора. Ты приезжаешь в этот маленький городок и ходишь вокруг этой горы, ходишь и познаешь истину. Если вы сейчас себе представили невероятный пейзаж, природу, на которой действительно можно расслабить разум, отпустить все свои проблемы и слиться воедино с вечным, то вы представили себе неправильно, потому что именно эта гора находится посреди дороги, вокруг нее дорога, по которой ездят машины. И чтобы познать истину вокруг именно этой горы, ты идешь вдоль дороги и ходишь там кругами. Долго. Я знаю одну пару, которые специально там живут, потому что эта гора дает им силу. Вот ни одна другая гора не дает, а именно эта гора — это место силы. И так как ты познаешь истину там, эти невероятнейшие чувства, которые ты испытываешь, пока ты гуляешь вдоль дороги, по которой ездят машины, и ходишь еще с толпой других людей, ну то такого ты не найдешь нигде в мире. Я очень люблю проводить время с людьми, которые очень сильно во что-то верят. Часто мне даже все равно, во что ты веришь, верь просто во что-нибудь, во что угодно, даже если я с этим не согласна. Я буду уважать тебя за то, что ты придерживаешься своего мнения, независимо от того, что думают другие люди. Ну да, иногда, возможно, я выберу держаться от тебя подальше, например, как в этом случае, потому что эта пара мне была очень интересна, и мы решили с ними встретиться в Малайзии. Но только они постоянно бухали. Он заказывал им один сэндвич на двоих, выедала из него все самое вкусное, а она доедала то, что оставалось. Не потому, что у них не было денег, но потому, что у них было вот так. В этом же городке в Индии есть очень известный в определенных кругах чувак, которого зовут Аладдин. И он предсказывает будущее и может рассказать себе твое прошлое и настоящее по фотографии твоих рук и ног. С ним можно связаться по телефону, отправить ему свои фотографии своего лица, ладошек с двух сторон и ступней своих ног. И он расскажет о тебе абсолютно все. Я очень скептически отношусь к подобным вещам, поэтому всегда обязательно их пробую. Все, что он сказал обо мне, он присылает в ответ тебе голосовое сообщение на полчаса, и ты можешь задать определенные вопросы. Все, что он рассказал мне, совпало с абсолютной точностью на 100%. Но тут, конечно же, есть вопрос, такой же, как о гороскопах. Конечно, при желании можно прикрутить любой рассказ о любом человеке, который ему подойдет. Но Аладдин действительно очень известный чувак в определенных кругах, и люди едут к нему со всего мира, чтобы с ним пообщаться. И к нему нужно записываться в очередь на рассмотрение твоих фотографий недели за 2, за 3. Если кому интересно, напишите, дам контакты. Напишите, кто ходил к гадалкам. С этой же беременной подругой, после того, как мы вернулись из паломничества, в котором ей должны были отпустить все грехи, потому что она абсолютно точно поняла, что если тебя беременную бросает твой мужчина, то, скорее всего, ты сама где-то виновата. Даже несмотря на то, что ей очень сильно не хотелось это признавать, она решила, что эта поездка очистит ее карму или что там нужно очистить,
И оттуда уже можно начинать действовать. Поэтому мы вернулись и поехали по всем гадалкам и ворожкам, по каждой деревне вокруг Киева. Мы ехали только к тем, кто не берет деньги за свои услуги, потому что они должны были быть более настоящими, что это, мол, не бизнес. Процедура какая? Тебе нужно приехать рано утром и встать в очередь. Онлайн-записи нету, позвонить некуда, ты узнаешь просто адрес, приезжаешь туда в 5 утра, а там уже стоит 40 человек, которые стоят в этой очереди уже неделю. И на 3-й, 4-й, иногда 5-й день ты попадаешь на прием. Тебя не просят ничего принести, но с пустыми руками тоже неудобно приходить, поэтому все несут еду. Я была, наверное, в 5 или 6 таких местах с ней. И независимо от того, как вы относитесь к гадалкам, к ворожкам, они действительно делали доброе дело, как минимум тем, что у каждой из них, они все были женщинами, те, к которым мы ездили, может, есть где-то мужчины, и у них собирается огромная гора еды. Каш, яиц, пакетиков с тем, что не портится, которые эти женщины раздавали людям своей деревни. Мы с подругой были очень близкие, но мы не делились тем, что нам говорили бабки-гадалки. Конечно, раз я стояла такую очередь, конечно, я тоже заходила на прием. У меня не было конкретных вопросов. Я ездила с ней за компанию. Поэтому ничего конкретного мне не говорили. Пока одна женщина не сказала мне, что скоро я уеду в другую страну. У меня в мыслях не было никуда уезжать. Я пришла к ней на кухню, она много курила. Она раскидывала карты, рядом сидела ее мама и записывала на листике все, что говорила ее дочь, чтобы потом отдать тебе этот листик, чтобы ты мог вспомнить, что тебе там наговорили. И она мне сказала: все, вообще не строй никаких планов больше ни на Киев, на Украину, ты скоро уедешь вообще очень-очень далеко и очень-очень надолго. Я сказала: ой, понятно. Знаете, предсказывать будущее дело нехитрое. Делаю вам предсказание. У вас у всех завтра встанет солнце. Но по прошествии времени действительно получилось так, как она сказала. Предсказала ли она будущее? Или запрограммировала меня, подала мне идею? Сложно сказать. Но именно эта женщина брала к себе на обеспечение детей с болезнями. Когда к ней приезжали мы, у нее их было 5 или 6. Маленьких, больных, босых детей, которые жили с ней, с ее мамой в их 3- или 4-комнатной квартире, в которой всегда сидели люди и ждали очередь. Квартира была оборудована под зал ожидания. И в любое время дня и ночи, мы там были, наверное, раза 3, наверное, я там была. Моя подруга туда ездила просто чуть ли не каждый день, как на работу. Перевозила всех вообще, кого знала. Начали ездить родители каких-то там ее бывших одноклассников уже с ней. И они могли действительно попасть на прием в 2 часа ночи. Но эта женщина говорила, что я беру этих детей, потому что кроме меня им никто не может помочь. Вроде как хорошее дело. И получается, что смысл жизни этих людей в помощи другим, в помощи людям, которые ищут ответов
настолько отчаянно, что им некуда больше обратиться, и они готовы сидеть неделями, днями, сутками, днем и ночью, чтобы получить ответ на свой вопрос. Самые интересные религии — это современные религии. Это евреи. Евреи есть разные, так же, как христиане есть разные, и буддисты есть разные. Вон, Тибет, например, это как Ватикан, но без бюджета. В Ватикан деньги привезли и защитили, а в Тибет не привезли и не защитили. У меня была детская мечта съездить в Тибет. Мне казалось это волшебным магическим местом. И когда я была в Азии, я думаю, ну вот я вроде как рядом, близко, можно было бы съездить. Но я посмотрела документальный фильм. Есть очень классный документальный фильм на BBC про бабулю, которой уже лет 90, наверное. И она выросла в одном из тибетских храмов, в самых лучших тибетских традициях. Но со временем Тибет начал меняться и превратился в коммерцию. И эта бабуля всю жизнь ходит ножками по горам из одной деревни в другую, из одного храма в другой, ищет, осталось ли место, которое соблюдает настоящие традиции, и не может его найти. История душераздирающая, которой, возможно, некоторые из вас почувствуют родные чувства. Я, например, тоже ищу. Я не знаю, чего я ищу, но я точно знаю, когда то, что я нахожу, не оно. И, возможно, то, что я ищу, даже не существует. Возможно, оно только существует внутри меня. И тогда определенно точно, если ты не можешь найти то, что ищешь, то сколько же можно его искать, если можно садиться и создавать? И на то, что ты создашь, возможно, придут люди, которые именно это и ищут. Ведь дом тоже можно искать, а можно построить свой. Вот бабуля в Тибете продолжает искать свой дом. Хотя, возможно, ей настолько нравятся поиски, что она уже давно не хочет ничего найти. Ей нравится быть в дороге. Смысл жизни многих людей — это поиск, независимо от того, осознаем мы это или нет. Многим нравится продолжать искать, исследовать. Подобно карго-культу и черным церквям в Америке есть много интересных атовизмов, например, пейсатые евреи. Скажите, есть ли еще комьюнити пейсатых евреев где-нибудь в мире? Хасиды. В Америке называется Hasidic Jewish. Это комьюнити, над которыми смеются все остальные евреи. Я однажды жила в такой комьюнити случайно в Бруклине. Как вы помните, я долго пыталась стать американкой, поэтому я не хотела жить в русских районах, но я очень люблю ходить в русский супермаркет. Поэтому однажды я нашла квартиру, которая находилась на границе, там, где заканчивался русский район, и начинался район пейсатых евреев. Напротив моего дома было 2 синагоги. Пейсатые евреи отращивают пейсы, бороды, всегда ходят в черном. Их дети, начиная с 5 или 6 лет, даже в футбол играют в белых рубашках, в черных штанах и в кипах. У них есть разные религиозные костюмы, у них миллиард праздников, у них праздников больше, чем у индусов. В Индии постоянно какой-то праздник. Кто работал когда-нибудь с индусами именно в Индии, у них что ни день-то праздник, там богов 1 000 000 и праздников 1 000 000.
Индийская религия настолько сложная, что ее никто не может объяснить. У них сколько языков, столько и богов, но есть очень прикольное приложение. Оно не одно, их на самом деле много, где ты можешь изучать тексты, переведенные с санскрита, и ты можешь изучать их всю жизнь, и все равно ничего не понять. Очень, очень прикольную религию придумали индусы. Учи, ничего не поймешь. А у пейсатых евреев какая-то очень-очень странная трактовка каких-то непонятных древних текстов, в которых там кто-то словом обмолвился про... Там один из персонажей какой-то истории обмолвился что-то про стрижку волос, и они это интерпретировали в то, что нельзя стричь свои пейсы, поэтому их нужно отращивать и крутить на бигуди. Их часто действительно можно увидеть за бигудями. На их балконе, если ты живешь в соседнем доме. И есть несколько интересных фильмов и небольших сериалов про то, как люди уходят из пейсатых общин. Это самые настоящие общины. Они живут рядом, у них свои районы. Если там христианы, буддисты, китайцы и все остальные могут жить рядышком между собой, даже в одном доме, то пейсатые евреи любят жить рядом. Они работают только между собой, они делают бизнес только за кэш, только друг с другом. Самый прибыльный бизнес пейсатых евреев – это продавать шляпы. На каждом углу был магазин шляп. Потому что шляпы, во-первых, мужчинам нельзя никуда выходить без шляп. И по определенным праздникам у тебя есть разные шляпы на определенные праздники. Есть просто шляпы такие с полями, а есть очень дорогие шляпы, они могут стоить $1000, меховые. Ты можешь летом в жару в какой-то религиозный праздник видеть людей, которые идут чуть ли не в шубах, обмотанные полотенцами со всех сторон, в огромных зимних меховых шляпах, потому что они очень сильно придерживаются старых традиций. Они не верят ни в ад, ни в рай, они верят в деньги. На Ютубе есть очень много пейсатых rabbi. Как по-русски сказать? Раби? Которые очень интересно и смешно рассказывают о жизни. Они держат в большом секрете то, что они обсуждают на своих собраниях, из чего действительно состоит их религия. Ее невозможно понять, ее невозможно узнать. У кого есть инсайдерская информация, пожалуйста, напишите. Но большинство их рассуждений о сегодняшней жизни. Не о глубинных мыслях о том, что будет потом или не будет. Нужно придерживаться определенных правил в том, как ты одеваешься, в том, что женщине после свадьбы нужно сбрить волосы и надеть парик, зарабатывать деньги и каждый день приносить какую-то пользу своему обществу и себе. Не забывать отдыхать. Есть день суббота. В субботу у них шаббат, и никто не работает. В современном пейсатом обществе есть очень огромное обсуждение о том, что, ребята, слушайте, деньги ведь это важно, мы ведь с вами все вместе решили, что деньги это действительно важно, деньги нужно зарабатывать. Многие rabbi даже говорят, что Бог придумал, то есть они верят в Бога, есть главный Бог. Бог придумал деньги для того, чтобы люди взаимодействовали друг с другом. То есть, я так понимаю, их Бог, он такой относительно новый. То есть, во времена пещерных людей его не было. Возможно, они не верят в пещерных людей. Но деньги существуют для того, чтобы люди взаимодействовали друг с другом и приносили друг другу пользу. Чтобы в мыслях о том, как заработать деньги, ты находишь истину, которая заключается в том, чтобы приносить пользу другому человеку. И тогда он тебе даст немножко своих денег. А бизнес нужно делать только со своими, чтобы вы денежками менялись только друг с другом. И неверным не утекали ваши деньги. Потому что люди, которые не из твоей религии, они не сидят, не думают о тебе. Они не будут думать о том, чтобы полезного тебе сделать. Несмотря на строжайшую религиозность, еврейским мужчинам нельзя устанавливать eye contact с тобой. В шаббат, в день субботы, нельзя работать.
Да, деньги очень важны. Но очень огромное обсуждение о том, что да, несмотря на то, что деньги очень важны, и в субботу действительно можно заработать очень много денег, намного больше, чем в понедельник или во вторник, в которые все магазины открыты, еды, шляп, платков, одежды. Они открывают свои магазины. Женщинам нельзя носить ничего цветное, ничего короткое, ничего сексуальное, поэтому у них есть свои магазины, очень дорогие, там, где они выбирают одежду от очень дорогих дизайнеров и брендов. Там висят Праги и Баленсиаги. Ну, Баленсиаги нет, но Шанели всякие. Но только если это черная юбка ниже колена. Только если это балетки. Балетки Шанель, между прочим, созданы, мне кажется, исключительно для жен пейсатых евреев. Но в субботу нельзя работать, в субботу нужно отдыхать. В субботу нельзя пользоваться электричеством. И доходит до смешного. Очень часто я могла идти по улице, и несмотря на то, что со мной eye contact устанавливать нельзя, в глаза мне смотреть нельзя, но можно спросить: девушка, are you Jewish? Ты еврей? Конечно же, говорю нет, по мне что не видно. И они говорят: о, хорошо, ты не могла бы, пожалуйста, зайти к нам в дом? Ну, сегодня суббота, им нельзя, знаете, что делать? Не пользоваться электричеством, а создавать огонь. В субботу нельзя работать, а создавать огонь – это работа, это грех. Поэтому не могла бы ты зайти нам поменять температуру на кондиционере, включить духовку, включить свет там, выключить там и подкурить мне сигарету, пожалуйста, своей зажигалкой? Пользоваться бенефитами всего можно, а создавать огонь нельзя. Это очень частая история. Я много раз заходила менять температуру на кондиционерах, включать и выключать плиту. И в благодарность тебе всегда предлагают баночку Кока-Колы, от которой тебе нужно отказаться. В некоторых частях Америки есть амиши. Амиши, вот они как пейсатые евреи, которые верят хер пойми во что, только на стероидах. Они живут вообще далеко ото всех. Они даже не ездят на машинах по сей день. Они ездят на лошадях. Они очень хорошие плотники. Самые религиозные в мире люди, которые отказываются от всех технологий. Но со временем, и так как они таки находятся на территории Америки, к сожалению, из их комьюнити. Боже, кто помнит, фильм был в 90-х, когда какой-то банкир с Манхэттена, у него начинаются какие-то проблемы с деньгами, ему нужно срочно бежать, спрятаться со своей женой, очень известной, классной, смешной актрисой, и они попадают в Amish комьюнити. И со временем эта жена уговаривает их сделать, не ходить только в черных платьях, а сделать разноцветные платья и радоваться жизни. Они все делают своими руками. Ну вот произошло плюс-минус тоже, только в современном мире. У них есть электричество, они не лечатся лекарствами. И каким-то образом к ним попали наркотики. Так как в этой комьюнити их несколько, там не одна, там есть прям городки и поселения. Но так как там новых людей не появляется, то детей все заводят друг от друга. Вы сами знаете, как это влияет на генетику. Болезней у них много. Наркотики. Как к ним попали наркотики? Это действительно огромнейшая проблема. Вот эти ужасные наркотики, знаете. У амишей... Вот если у пейсатых евреев, если ты уходишь из пейсатства, то ты уходишь навсегда, тебя обратно никогда ни за что не примут. У амишей есть год, он как-то даже называется, что когда тебе исполняется 16, 17 или 18 лет, тебя на год выпускают в реальную жизнь. И после этого ты имеешь право принять решение, ты хочешь вернуться и жить по их обычаям или жить по обычаям настоящего мира. Кто помнит эпизод «Секса в большом городе», когда там одна из героинь завела себе пейсатого любовника? Вот это в Нью-Йорке настоящая тема. Во-первых, основные такие пейсатые комьюнити, они находятся в Бруклине.
Но так как я в прошлом немного работала в шоу-бизнесе в штате Нью-Джерси, то очень часто можно встретить там пейсатого еврея, который засовывает себе пейсы под какую-то кепку. Но по нему-то видно, борода у него есть, одежды другой у него никакой нету. Иногда можно встретить кого-то в джинсах, но точно так же они ходят по стрип-клубам. И самый сок, когда ты, как женщина, можешь действительно назвать себя нью-йорковкой, это когда у тебя был парень, который бросил пейсатство. Их мало. Если ты уходишь из пейсатства, ты уходишь навсегда. Об этом все будут знать, и тебя никогда обратно не примут. Это очень серьезное, большое решение. Им нужно очень рано жениться, им нужно заводить очень много детей. Это достаточно сложная жизнь с большим количеством ограничений. И есть достаточное количество мужчин, которые в 30, в 40, в разный возраст уходят из этой комьюнити в мир. Казалось бы, ты приезжаешь на расстоянии 20 минут, но начинаешь жить абсолютно новую жизнь. Сбриваешь бороду, сбриваешь свои пейсы и первым делом, конечно же, начинаешь встречаться со всякими непонятными женщинами, на которых тебе раньше даже смотреть нельзя было. Поэтому у многих девчонок, кто давно живет в Нью-Йорке, обязательно будет история, когда ты с кем-то знакомишься на сайте знакомств, начинаешь с ним встречаться, и через какое-то время по каким-то странным его историям начинаешь догадываться, что, по-моему, он был пейсатый, пока он тебе не признается. У меня однажды был еврейский парень. Он не из пейсатой семьи, но он из очень традиционной еврейской семьи. Ему очень нравился подход жизни пейсатых, несмотря на то, что у него у самого не было пейсов. Он придерживался огромного количества традиций. Например, после секса он всегда молился. Это был своеобразный экспириенс. То есть сексом ему со мной можно заниматься, а тут теперь он помолился, и ему этот грех отпустили. А я вот лежу рядом, и мне теперь жить с этим грехом. Очень хорошая система. Есть еврейский праздник Йом-Кипур, который проходит раз в год. Ты держишь пост, не ешь вообще ничего и даже не пьешь воду от захода солнца до следующего захода солнца. Потом вкусно ешь, и тебя отпускают все грехи. У тебя раз в год есть такой день, когда если ты просто не поешь и не попьешь водичку, все грехи за предыдущий год отпускаются, включая твои денежные долги, и ты начинаешь жить заново. Очень удобно. Однажды он пригласил меня к себе домой на ужин. Сказал: я хочу сделать что-то романтичное. Я хочу приготовить для тебя ужин сам. Я пришла. Он сварил картошку, пожарил недожаренную курицу, которую разрезала, из нее начала течь кровь, но мне было неудобно ему об этом сказать. Потом я сказала: боже, как вкусно, какой ты молодец. И он говорит: ой, подожди, мы должны зажечь свечи. Я думаю, ну ладно, старается человек. А мы долго с ним встречались. Он убегает в свою спальню, возвращается с минорой. Минора, это, знаете, подсвечник религиозный, еврейский, в который там что-то 7 или 8 свечей, который у него, конечно, есть со свечами. Это ритуальный. Он ставит его на стол, начинает зажигать свечи. Но так как это ритуальный еврейский подсвечник с ритуальными еврейскими свечами, то нужно говорить молитву. Я сижу у него на диване с этой недожаренной курицей, пока он зажигает свечи и поет молитву на иврите. Поэтому смысл жизни, согласно еврейским верованиям, это в основном обхитрить систему. Система есть, и ее нужно придерживаться. Но в ней можно найти какие-то небольшие лазейки, чтобы сделать себя чуть-чуть поудобнее. Поэтому общепризнанный факт, что лучшие адвокаты — это кто? Ага.
Если честно, я совершенно ничего не знаю про мусульман. Все, что я знаю, это про очень сильно экстремистские движения, такие, как есть в каждой религии. Мне кажется, их несправедливо обсуждать, распространяя на всех мусульман, но они тоже есть. Единственное мусульманское, с чем я когда-либо соприкасалась, это есть такой прикол в Нью-Йорке. Нам всем за него очень стыдно, но он действительно есть. У мусульман есть Рамадан. Я так понимаю, расскажите, кто лучше знает про Рамадан, потому что я сейчас обижу всех, наверное. Рамадан — это какой-то религиозный праздник, когда они не едят. А знаю я об этом. Это очень большая часть моей жизни, очень большая часть жизни всех в Нью-Йорке, потому что большинство таксистов — мусульмане. Несмотря на Уберы, Буберы, в Нью-Йорке очень много желтых такси. Это большая серьезная организация, которая работает по своему расписанию. К примеру, абсолютно невозможно поймать такси в 4 часа дня, потому что у них пересменка. Если тебе нужно куда-то попасть в 4 часа, и ты узнаешь об этом только когда тебе очень срочно, быстро, ты куда-то, ты опаздываешь, капецки как, ты не можешь ехать на метро, тебе срочно нужно куда-то добраться, вокруг сотни такси, но никто не останавливается, потому что у них пересменка, они все едут в гараж, они не имеют права взять ни одного пассажира. И час в день в Нью-Йорке в 4 часа невозможно никуда добраться. Но еще хуже — это когда ты осознаешь, что, Рамадан. 4 часа ты еще как-то можешь на часах отследить, а Рамадан всегда меняется. Он сдвигается каждый год по какому-то календарю на несколько недель, и он всегда застает тебя врасплох, а узнаешь ты об этом, когда тебе нужно сесть в такси в какое-то, а их или есть, или нету, потому что все таксисты злые и голодные. Поэтому чаще всего ты узнаешь о том, что Рамадан, когда тебе кто-то звонит, какая-нибудь твоя подруга, и говорит: там Рамадан, я только что ехала, не доехала, меня кто-то высадил, вообще выкинул меня из машины, а потом там что-то, не что-то сильно ужасное случилось, но начинается проблема: невозможно взять такси. Я знаю, что это очень испорченная проблема, это очень серьезный религиозный праздник для мусульман. Но в Нью-Йорке Рамадан манифестируется вот таким образом, что вот такая ужасная проблема есть, тебе очень сложно взять такси. Расскажите, кто знает, в чем смысл жизни, согласно мусульманам. Когда наступает сложный период в жизни, ты начинаешь искать ответы, задумываешься о серьезных вещах, о глубоких вещах, о вечном. Прислушиваешься ко всем, за историю всех, кто когда-либо что-то говорил. Но когда у тебя дела начинают налаживаться, ты благополучно об этом забываешь. И когда у тебя снова начинаются проблемы, такое ощущение, что ты начинаешь с нуля, абсолютно заново. Поэтому я так понимаю, что если ты хочешь познать истину, и не дай бог ты ее действительно познал, то будь добр, сиди дальше на этой вершине горы или сиди в пещере дальше, чтобы ее потом снова не забыть, чтобы никто тебя не начал отвлекать, когда у тебя все становится хорошо. Ты забываешь о вечном. А напоследок расскажу мысль, которую я не забываю, даже когда у меня все хорошо. Аристотель, по-моему, употреблял термин «интеллигенция», или как-то так. Вот этот термин можно иногда встретить в древних переводах греческих каких-то, он иногда встречается. Но он не означает интеллигенцию.
Есть такой принцип, такая мысль, которая объясняется зернышком, что в каждом из нас, в каждом существе, живом и в каждом цветочке есть своя программа, которую сегодня можно назвать ДНК-кодом, например. Но когда ты смотришь на зернышко цветочка, оно ведь всего лишь зернышко, но у него внутри есть программа, по которой оно будет расти. Ну да, мы с вами глазками можем отличить зернышко укропа от зернышка помидорки. Если вы не можете, я вам предлагаю взять перерыв от своей жизни и вернуться к вечному, и научиться различать семена. Но каждое семя, несмотря на то, что оно всего лишь семя, оно знает, кем оно должно стать, даже если оно этого не осознает. И можно предположить, что у каждого человека внутри есть знание, программа, каким именно цветочком и каким именно помидорчиком каждый из нас должен стать. Независимо от того, хотим мы этого или нет, подписали ли мы контракт, или это прописано в нашем коде ДНК, или кто-то нас заставляет. Ведь никто не знает, кто там главный. Но, возможно, у каждого в мире есть свое дело. Пчелка делает свое, помидорчик делает свое, птичка свое. Я делаю то, что я делаю, а вы делаете то, что вы делаете. Поэтому, возможно, именно в человеческих жизнях нету одного правильного ответа. А для каждого он свой. Во что ты веришь, то и правда. Для тебя.